Сегодня 11 апреля, время примерно начала 10-го. Я вышел на первый свой металлокоп в сезоне 2022. Снег еще лежит. Как видите, я нахожусь под линией ЛЭП, но копать я здесь не буду. Просто покажу вам, что металла здесь нет. Как я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, ссылку оставлю вверху в правом углу экрана, прямо под ЛЭП копать запрещено. И мало того, обычно под ЛЭП не так уж и много металла. Вот в частности здесь его нету нигде. Ни под ЛЭП, ни рядом. Вообще ноль. Ни одного сигнала. Впрочем, я знаю, где под ЛЭП есть металл, но там я тоже копать не буду. А здесь его точно нет. Вот, смотрите. Просто моя дорога проходит через ЛЭП к тем местам, где я сегодня буду копать. А копать я сегодня буду на берегу реки. Точнее, слияние двух рек. На том берегу я уже в прошлом году немножко копал. Сейчас хочу разведать более подробно. Сегодня выход на металлокоп пробный, без машины. Во-первых, потому что хрен туда подъедешь. Или снег, или вода. Во-вторых, это просто разведка. Ну и по дороге вот вам, так как прохожу через ЛЭП, по дороге покажу вам, что в частности под этой мощной ЛЭП металла почему-то нет совсем. Ну вот, мы с вами убедились, что металла нет. Сворачиваем металлоискатель и идем дальше. Вот такие тут красивые пейзажи. Слева, кстати, озеро находится. Чуть подальше. А чуть поближе справа. На котором ловятся караси, окуньки и щучки. Тропинка вот такая вот трудная. О, след какого-то парнокопытного животного. Кто это, интересно? Кто знает, напишите. То ли косуля, то ли лось. Ну, косули тут отродясь не было. А вот лоси раньше водились в большом количестве. Даже возле шоссе стояла деревянная статуя с табличкой «Осторожно, лоси». Потому что они перебегали через шоссе, и машины их сбивали. Так, а вот это у нас ельничек небольшой, лес искусственный, в котором я в позапрошлом году с дядей Володей собирал грибы. Много-много рыжиков. Ссылку на это видео про поход за рыжиками, как всегда, оставлю в верхнем правом углу экрана. Так, а вот тут снега уже побольше. Сапоги проваливаются практически по колено. Идти будет довольно тяжело. Так я уже больше получаса иду. Так, вот он, берег реки, вернее место слияния двух рек. И походу, похоже, ледоход я в этом году уже прозевал. Позавчера ходил, льда еще не было, а сегодня вон уже река почти чистая. Во всяком случае здесь, в Верховье. Так, а вот и у нас первый сигнал нарисовался тут, под корнями дерева. Так, но он не один, еще куча всяких мелких сигналов. Вижу разбитые стаканы, похоже, опять бытовой мусор. Ладно, сейчас скопаю. Ну, это, в общем-то, мелочь всякая была, всякая жесть ржавая. Ободы проржавевшие от бочек, уже полусгнившие. Так, еще вот тут сигнал какой-то интересный.
Вот прямо здесь. Так, сейчас выкупаю, покажу вам, что это такое. Ну, ребзи, ничего интересного. Это консервная банка полусгнившая. Тюбик какой-то пластиковый. Ну, похоже, место тут такое замусоренное, бытовое. Тут было что-то типа однодворки или небольшого хуторка. Вот тут тоже сигнал есть. Сейчас выкупаем, посмотрим, что такое. Да, звенит неплохо. Ну, тоже какая-то мелочь, типа дверного засова. Еще какой-то железячки. В общем-то, пока ничего существенного нет. Вот тут кусок жести торчит из-под земли. Я его выкапывать вообще не буду, мне интересно. Жесть копать это. Жесть копать это жесть, ребзя. Идем дальше. Так, вот тут у нас какой-то сигнал есть. Небольшой. Справа, слева, вперед, назад ничего нету, а вот здесь в центре звенит. Не сильно, но звенит. Довольно-таки ощутимо. Ага. Вот, наконец-то, более-менее приличная железяка килограмма на 2-3. Две полоски металла, сваренные друг с другом. Так, вот здесь тоже какой-то сигнал. Так, 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 так. Так, тут у нас что? Тут у нас что-то звенит явно. Непонятно. То ли проволока, то ли жесть, то ли еще что. Сейчас проверим. Вот такая вот железячка интересная. Тоже килограмма на 1,5. И рядом алюминиевая табличка. Вся увешанная мелкими гвоздями. Вот протыканная мелкими гвоздями. Ну, спасибо и на этом. Идем дальше. Вот еще один сигнал у нас. Наверное, тоже жесть. Так, дальше идем. Вот это я уже накопал. Мелочевку. Так, тут у нас что? В общем, ходим в посадке вдоль берега реки. Вдоль устья реки. Место, где маленькая река впадает в большую. Ну, тут довольно мусорно, я бы сказал. Приличных железяк пока нету. И думаю, что уже сегодня не будет. Ладно, похожу еще полчаса и сворачиваюсь. Пока сигналов нет.
Вот тут что-то похоже звенит. Небольшой сигнальчик есть. Ладно, сейчас раскопаем, посмотрим, что тут прячется. Так, а вот у нас ямка какая-то небольшая. Но она абсолютно глухая. Ничего в ней нет. Просто ямка. Идем дальше. Вот какой-то сигнал. Сейчас проверим. Ничего там не было, кроме какой-то алюминиевой баночки. Все. Так, вот это место интересное. Видите, какая-то труба торчит из земли. Похожая на вентиляционную трубу из какой-то шахты или бункера. Снизу должен быть какой-то бункер, погреб, блиндаж. Но входа в него я тут не вижу. Железных сигналов тоже нет. Так что, возможно, это просто какой-то подвал. Посыпавшийся уже. С оставшейся трубой сверху. Это дорога вдоль берега, но она пока в снегу. Местами проваливаешься по колено. Браконьеров пока тоже не видать. Река еще не полностью ото льда очистилась. Браконьеры, видимо, боятся, что льдины порвут их сети. Так, вот такой шмурдячок я сегодня накопал. Часика за полтора. Но тут мало. Килограмма 2-3 максимум. Мелочевка. Бытовой мусор. Проволока. Жесть. Немножко алюминия. Всякая ерунда, короче. Вот такой вот первый металлокоп сезона 2022. А сегодня вечером попытаюсь еще открыть сезон летней рыбалки на речке. Но не в Верховьях, а в Низовьях.